Здравствуйте, дорогие любители вязания! Наконец-то я добралась до этого узора. Видели вы такую красоту? Обалденный узор. Для тех, кто любит косы, кто любит ромбы, кто любит такие навороченные узоры, ну, узор просто шикарный. И мастер-класс я делаю по вашей просьбе. И узор это из книги японского дизайнера Хитоми Шида «250 японских узоров». Я кратко ее так называю, мы все кратко ее так называем. Хочу сказать, что у этого автора есть еще книга «260 узоров», и у нас из обеих этих книг связано уже очень много узоров. Все узоры разделены на плейлисты. Заходите, смотрите, подписывайтесь, любуйтесь, вяжите, делитесь с друзьями. Не держите такую красоту у себя. Не будьте жадными. Итак, вот это узор номер 120. Вот как он выглядит в книге. Узор у меня образец довольно большой. Хочется, чтобы он был. Ну, короче, посмотрели, как он выглядит в книге. Я хочу сейчас вам объяснить схему для тех, кто с нами вяжет впервые, кто впервые вообще прикоснулся к японским схемам. Но узор не для новичков, сразу говорю. Так что, кто первый раз вяжет по японским схемам, я советую посмотреть наши другие мастер-классы. Есть легкие узоры, которые быстро и легко вяжутся, чтобы вам не отбить охоту вот при вязании сложного узора. То, что я говорю всегда, в японских схемах, в азиатских схемах все условные обозначения на схеме показаны так, как они выглядят на лицевой стороне изделия. И по схеме можно представить уже себе узор. Очень удобно. Эти схемы удобны для вязания по кругу. Показаны все лицевые ряды, и мы вяжем, читая все ряды справа налево, по кругу вяжем лицевыми рядами. При поворотном вязании лицевые ряды мы читаем так, как они показаны на схеме, и читаем схему справа налево. Затем поворачиваем работу, и уже на изнаночной стороне условное обозначение мы читаем наоборот. Вот показана пустая клеточка. Это изнаночная петля на лицевой стороне. И лицевая петля на изнаночной стороне. То есть, когда мы поворачиваем работу наизнанку, мы пустую клетку читаем как лицевую. И если на изнанке показана лицевая петля, мы будем вязать ее изнаночной петлей. Это то, что нужно знать при чтении любой японской схемы. И что касается этой схемы, раппорт узора составляет 20 петель в ширину и 32 ряда в высоту. Что облегчает работу, в изнаночных рядах все петли вяжутся по рисунку. Это уже намного проще. Но здесь много непонятных для вас знаков. Сейчас мы будем их все провязывать, я вам покажу. Ничего страшного нет. Самое главное в этом узоре – внимательность. Ну вот, наверное, пожалуй, все. Давайте будем начинать. Мы с вами свяжем один раппорт в ширину, один раппорт в высоту. Набираем на спицы 22 петли вместе с кромочными. Первую кромочную снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Прежде чем начать вязание узора, я советую провязать нулевой ряд. Его нету в схеме. Так как у нас в первом ряду сразу начинаются перекрещивания, просто для удобства, провяжем нулевой ряд лицевыми петлями. Провязали нулевой ряд и начинаем вязание узора. Первый лицевой ряд. Сразу после кромочной провязываем 5 изнаночных. Затем
берем дополнительную спицу, оставляем одну петлю на дополнительной спице за работой, провязываем 3 лицевых, петлю с дополнительной спицы провязываем изнаночной петлей. Из следующей петли нам нужно вывязать 3. Вывязываем лицевую петлю, не снимая петлю с левой спицы, делаем накид и снова из этой же петли вывязываем лицевую петлю. Вот мы из одной петли вывязали 3. Далее нам нужно 4 петли перекрестить в левую сторону. Мы 3 петли оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем одну изнаночную и петли с дополнительной спицы мы провязываем лицевыми. И у нас будет 6 изнаночных до конца ряда. Во втором изнаночном ряду и во всех изнаночных рядах этого узора мы петли вяжем по рисунку. По рисунку это значит, мы петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными. Накиды в этом узоре мы вяжем тоже изнаночными. Я такие ряды в видео пропускаю, вы вяжете их самостоятельно. Третий лицевой ряд. 4 изнаночных. Теперь 4 петли нужно перекрестить вправо следующим образом. Оставляем одну петлю на дополнительной спице за работой. Следующие 3 петли из следующих 3 петель мы вывязываем узелок. Так называет Хитоми Шида этот элемент. Третью петлю накидываем на первую и вторую. Провязываем лицевую петлю, делаем накид и провязываем лицевую петлю. Петлю с дополнительной спицы мы провязываем изнаночной. Далее 1 изнаночная. На следующих 3 петлях тоже вывязываем узелок, накидываем третью петлю на первую и вторую, лицевая, накид, лицевая, затем изнаночная петля и следующие 4 петли перекрещиваем в правую сторону, 3 петли оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем изнаночную петлю и петли с дополнительной спицы мы провязываем, вывязывая узелок. Третью петлю накидываем на первую, вторую, провязываем лицевая, накид, лицевая. И 5 изнаночных у нас будет до конца ряда. В дальнейшем я буду вязать, не пользуясь дополнительной спицей. Буду говорить, как будто я вяжу с дополнительной спицы. Но я не люблю, когда небольшое количество петель перекрещивается. Быстрее уже без спицы. И когда я буду вывязывать узелок, я не буду говорить, что накидываем петлю, лицевая, накид, лицевая. Я буду говорить узелок из 3 петель. Все, договорились. В 4-м изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Пятый лицевой ряд, 3 изнаночных, четыре петли перекрещиваем в правую сторону. Одну петлю оставляем на дополнительной спице за работой, я без дополнительной спицы. Провязываем 3 лицевые. И петлю, оставленную за работой, мы тоже вяжем лицевой. Далее будет 2
изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных и перекрещиваем 4 петли в левую сторону. 3 петли оставляем на дополнительной спице перед работой, либо меняем вот так петли местами. Провязываем лицевую петлю и петли с дополнительной спицы, оставленные перед работой, тоже вяжем лицевыми. 4 изнаночных до конца ряда. В 6-м изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Седьмой лицевой ряд, 2 изнаночных, оставляем 1 петлю за работой, далее вывязываем узелок на 3 петлях, петлю, оставленную за работой, вяжем лицевой петлей. Затем у нас лицевая, 2 изнаночных, узелок на 3 петлях, две изнаночных, 1 лицевая, 4 петельки перекрещиваем в левую сторону, 3 оставляем перед работой, провязываем лицевую петлю и из петель, оставленных перед работой, вывязываем узелок. 3 изнаночных до конца ряда. В 8-м изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Я вам не сказала, что нужно вязать послабже. Ну, я думаю, вы это понимаете. Много перекрещиваний, и если вы будете туго вязать, то никакой красоты не получится. 9-й лицевой ряд. 1 изнаночная. 4 петли перекрещиваем вправо, оставляем 1 петлю за работой, провязываем 3 лицевые, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Затем 3 петли перекрещиваем влево, 2 петли оставляем перед работой, провязываем 1 изнаночную, петли, оставленные перед работой, провязываем лицевыми. Далее будет изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная и перекрещиваем 3 петли в правую сторону, петлю оставляем за работой, вяжем 2 лицевые, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной и 4 петли перекрещиваем влево. 3 петли оставляем перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. 2 изнаночных у нас будет до конца ряда. В 10-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 11-й лицевой ряд. Сразу после кромочной перекрещиваем 4 петельки в правую сторону. 1 петлю оставляем за работой. Из следующих 3 петель вывязываем узелок. Петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее будет 2 изнаночных. 3 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 оставляем перед работой, провязываем 1 изнаночную, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Затем из следующих 3 петель вывязываем узелок и перекрещиваем
3 петли вправо, 1 петлю оставляем за работой, провязываем 2 лицевые, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее 2 изнаночных и 4 петельки перекрещиваем в левую сторону, 3 оставляем перед работой, провязываем изнаночную петлю и из следующих 3 петель, оставленных перед работой, вывязываем узелок. 1 изнаночная у нас будет до конца ряда. И в 12 изнаночном ряду провязываем петли по рисунку. 13 лицевой ряд. 3 лицевые, 4 изнаночные, 3 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 оставляем перед работой, провязываем 1 изнаночную и петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Далее 1 лицевая и 3 петли перекрещиваем в правую сторону. 1 петлю оставляем за работой, провязываем 2 лицевые, петля, оставленная за работой, провязывается изнаночной. Затем 4 изнаночных и 3 лицевых. Еще нет. 3 лицевых и 1 изнаночная в конце ряда. В 14 ряду петли по рисунку. 15 лицевой ряд. Сразу после кромочной перекрещиваем 6 петель в левую сторону. 3 петли оставляем перед работой. Провязываем 3 изнаночных перед работой на дополнительной спице. Провязываем 3 изнаночных и петли с дополнительной спицы провязываем на них узелок. Вот так. Далее у нас будет 2 изнаночных. Затем центральные 5 петель провязываем следующим образом. 2 петли оставляем на дополнительной спице перед работой. Следующую петлю оставляем на второй дополнительной спице за работой. У меня второй нету сейчас. Я вот так вот оставляю за работой следующую петлю. Провязываем 2 лицевые. Петлю со второй дополнительной спицы, оставленную за работой, тоже вяжем лицевой. И 2 лицевые с первой дополнительной спицы. Вот так мы перекрестили 5 центральных петель. Затем у нас будет 2 изнаночных и 6 петель перекрещиваем вправо. Оставляем 3 петли за работой на дополнительной спице. Из следующих 3 петель вывязываем узелок. И петли с дополнительной спицы мы провязываем изнаночными. И у нас будет 1 изнаночная в конце ряда. В 16 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Семнадцатый лицевой ряд. Сразу после кромочной перекрещиваем 6 петель в правую сторону. Первые 3 петли оставляем на дополнительной спице за работой.
провязываем 3 лицевые. Петли с дополнительной спицы провязываем изнаночными. Далее будет 1 изнаночная. 3 петли перекрещиваем в правую сторону. Оставляем 1 петлю за работой. Провязываем 2 лицевые. Петлю, оставленную за работой, тоже провязываем лицевой. Затем 1 лицевая и перекрещиваем 3 петли влево. 2 петельки оставляем перед работой, провязываем лицевую петлю. Петли, оставленные перед работой, тоже вяжем лицевыми. 1 изнаночная и 6 петель перекрещиваем в левую сторону. 3 петли оставляем перед работой, провязываем 3 изнаночных и петли, оставленные перед работой, провязываем лицевыми. У нас остается 1 изнаночная в конце ряда. В 18 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Девятнадцатый лицевой ряд. Сразу после кромочной вяжем узелок на 3 петлях. 3 изнаночных. 3 петельки перекрещиваем в правую сторону. Оставляем первую петлю за работой. Провязываем 2 лицевые. Петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. На следующих 3 петлях вывязываем узелок. Затем 3 петли перекрещиваем в левую сторону. Оставляем 2 петли за работой. Перед работой. Провязываем 1 изнаночную. Петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Далее будет 3 изнаночных. Узелок на 3 петлях или узелок из 3 петель и 1 изнаночная в конце ряда. В 20 ряду петли по рисунку. Двадцать первый лицевой ряд. 4 петли перекрещиваем в левую сторону. 3 петли оставляем перед работой. Провязываем 1 изнаночную. Петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Затем 1 изнаночная. 3 петли перекрещиваем вправо. 1 петлю оставляем за работой. Вяжем 2 лицевые. Петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее изнаночная, 3 лицевых, изнаночная петля, 3 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 перед работой оставляем, провязываем изнаночную петлю, петли перед работой вяжем лицевыми. Далее будет 1 изнаночная и 4 петли перекрещиваем вправо. 1 петля за работой. Провязываем 3 лицевых. Петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. 1 изнаночная в конце ряда. В 22 изнаночном ряду петли по рисунку. Двадцать третий лицевой ряд. 1 изнаночная. Далее 4 петли перекрещиваем в левую сторону, оставляем 3 петли перед работой, провязываем изнаночную петлю, вывязываем узелок на 3 петлях, оставленных перед работой. Далее будет 2 лицевые, 2 изнаночные, узелок на 3 петлях,
2 изнаночные, 2 лицевые и 4 петли перекрещиваем вправо. Одну петлю оставляем за работой, вывязываем узелок на 3 петлях. Петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной, и 2 изнаночных у нас в конце ряда. В 24 ряду петли по рисунку. 25 лицевой ряд, 2 изнаночных, 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 3 оставляем перед работой, провязываем одну изнаночную и петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Затем у нас будет 1 лицевая, 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных, 1 лицевая и перекрещиваем 4 петли вправо. Одну петлю оставляем за работой, провязываем 3 лицевые, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. И у нас будет 3 изнаночных в конце ряда. В 26 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. В 27 лицевой ряд, 3 изнаночных, 4 петельки перекрещиваем в левую сторону, 3 оставляем перед работой, вяжем 1 изнаночную и петли, оставленные перед работой, вяжем из них узелок на 3 петельках. Далее будет 2 изнаночных, узелок из 3 петель, 2 изнаночных, 4 петли перекрещиваем в правую сторону, оставляем 1 петлю за работой, вывязываем узелок из 3 петель, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. И у нас будет 4 изнаночных в конце ряда. В 28 ряду петли по рисунку. 29 лицевой ряд, 4 изнаночных, 4 петли перекрещиваем влево, 3 оставляем перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Затем 1 изнаночная. Теперь 3 петли нужно провязать вместе. Вот мы здесь вывязывали из 1 петли 3, да, и вязали по центру все время узелки из 3 петель. Теперь нам нужно восстановить первоначальное количество петель, уменьшить. И 3 петли нужно провязать вместе так, чтобы средняя петля была по центру. Первые 2 петли меняем местами таким образом, чтобы 2 петля на первое место встала. Возвращаем петли на левую спицу и провязываем 3 вместе лицевой. Так. Далее будет 1 изнаночная и 4 петельки мы перекрещиваем вправо. 1 петлю оставляем за работой, провязываем 3 лицевые, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной и 5 изнаночных до конца ряда. В 30 ряд мы провяжем вместе с вами. Тридцатый изнаночный ряд. Мы здесь петли вяжем по рисунку, кроме одной центральной петельки, которую мы вывязали, провязав 3 вместе. Вот все петли по рисунку, и вот мы дошли до 3 центральных петель,
мы провязываем 3 лицевые. Вот эту петлю, которую мы провязали из 3 одну вывязывали, мы провязываем лицевой петлей в изнаночном ряду. Далее у нас будет петли по рисунку. Хотела уже их все продиктовать, но просто по рисунку. Тридцать первый лицевой ряд, 5 изнаночных, 4 петельки перекрещиваем влево, 3 оставляем перед работой, провязываем изнаночную петлю. Из петель, оставленных перед работой, вывязываем узелок. Затем 1 изнаночная и 4 петельки перекрещиваем в правую сторону. Оставляем 1 петлю за работой. Из следующих 3 петель вывязываем узелок. Петлю, оставленную из работы, вяжем изнаночной петлей и 6 изнаночных до конца ряда. В 32 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Это у нас последний ряд раппорта. Вот и все. Смотрим, какая у нас получилась красотень. Связали 1 раппорт в ширину, 1 раппорт в высоту. Ну и любуемся, какая получается красота, когда связано несколько раппортов. Ну, по краям здесь у меня петли платочной вязки, чтобы образец не заворачивался. Легкое ВТО, совершенно легчайшее. И получается вот такая красота. Ставьте лайки, если вам понравился этот узор. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим видео. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!